Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске аномальный ливень и масштабное наводнение в Волгограде. Сильный пожар в Акапулько, 700 машин оказались в огненной ловушке. Паводки в населенных пунктах Подмосковья, песчаная буря на острове Крит, а также наводнение и снегопад в Италии. Оставайтесь с нами до конца, будет интересно. На Волгоград обрушился аномальный ливень, за несколько часов превративший улицы в бушующие реки. Первый серьезный весенний дождь принес с собой месячную норму осадков, из-за чего городская система ливневок мгновенно перестала справляться с потоками. Наиболее критическая ситуация сложилась в микрорайоне 7 ветров и на бульваре 30 лет Победы, где уровень воды поднялся настолько высоко, что автомобили оказались практически полностью затоплены. Транспортная система города оказалась парализована. Основные магистрали, включая вторую продольную, сковали 10-бальные пробки. Потоки воды не только залили дороги, но и нанесли серьезный ущерб городской инфраструктуре. Грязевым селем размыло склон у стадиона «Волгоград-Арена», вынеся грунт прямо на рокадную дорогу. Кроме того, стихия повредила пути скоростного трамвая в районе остановки торговый центр «Европа». Цены на услуги такси в условиях транспортного коллапса мгновенно взлетели в несколько раз. В некоторых районах жители были вынуждены самостоятельно расчищать забитые мусором ливневые решетки, пытаясь ускорить уход воды. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности, а дождливая погода с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду может продлиться до конца рабочей недели. Мексиканский курорт Акапулько, едва оправившийся от разрушительных ураганов прошлого года, вновь столкнулся с яростью стихии, на этот раз огненной. Масштабный пожар, вспыхнувший на муниципальной штрафстоянке в районе перевала Катирка, превратил сотни транспортных средств в груды обугленного металлолома. Пламя, охватившее огромную территорию, не щадило ничего на своем пути. В огненной ловушке оказались заперты более 700 машин. Зрелище напоминало декорации к фильму о постапокалипсисе. В едином пепелище смешались бюджетные малолитражки, рабочие пикапы и дорогие спорткары, чьи владельцы теперь вряд ли смогут опознать свое имущество. Из-за сильного ветра и экстремальной жары искры перекинулись со стоянки на прилегающие сельскохозяйственные угодья и лесные массивы. Огромные столбы густого черного дыма поднялись на десятки метров, полностью перекрыв видимость на федеральной трассе. Власти были вынуждены пойти на радикальные меры и полностью остановить движение по автомагистрали на несколько часов, опасаясь массовых аварий и отравлений продуктами горения. Битва с огнем продолжалась около 8 часов. Десятки пожарных расчетов, спасателей и добровольцев работали на пределе возможностей, пытаясь отсечь пламя от жилых построек. К текущему моменту огнеборцам удалось локализовать 90% возгорания, однако над пепелищем все еще поднимаются струйки дыма. Причины пожара остаются загадкой. Эксперты рассматривают версии от случайного возгорания сухой травы до преднамеренного поджога. В полдень 1 апреля индустриальный парк Фусин в уезде Чанхва на Тайване стал ареной драматической борьбы со стихией. Около 13 часов по местному времени в складских помещениях крупного текстильного предприятия РИ вспыхнул мощный пожар. Пламя, подпитываемое тоннами легковоспламеняющихся тканей и синтетических материалов, за считанные минуты охватило трехэтажное здание цеха контроля качества, превратив его в пылающий факел. Огромный столб густого черного дыма поднялся высоко в небо и был виден за несколько километров. На место происшествия были немедленно направлены более 30 пожарных расчетов и 60 спасателей. Благодаря оперативной реакции руководства завода и четкой системе оповещения, все сотрудники успели вовремя покинуть опасную зону, что позволило избежать жертв и пострадавших. Тем не менее, экологическая служба уезда выпустила экстренное предупреждение для жителей прилегающих районов Фусин, Пуян и Сиху, настоятельно рекомендуя плотно закрыть окна и не выходить на улицу из-за токсичного шлейфа дыма. Причины возгорания сейчас устанавливаются следственной группой.
Мощная песчаная буря, пришедшая из Сахары, окрасила небо в зловещие кроваво-оранжевые тона и парализовала привычную жизнь на греческом острове Крит. Атмосферный фронт, получивший имя Эрминио, принес с собой гигантское облако африканской пыли, из-за которого видимость в Ираклионе и других крупных городах значительно сократилась. На пике разгула стихии порывы ветра превышали 120 км в час. Природный катаклизм спровоцировал настоящий транспортный коллапс. Главный аэропорт острова был вынужден перенаправлять рейсы в Афины и на Корфу. Власти объявили чрезвычайное положение и закрыли школы. Медики зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха, призывая жителей и туристов не покидать помещения без крайней необходимости и использовать защитные маски. На фоне апокалиптических пейзажей, где привычная лазурь Средиземноморья исчезла под плотным слоем желто-красной пыли, Крит столкнулся с масштабными перебоями в подаче электроэнергии и повреждениями теплиц. Метеорологи предупреждают, что следом за пылевым облаком на остров движется циклон с грозами, что приведет к выпадению грязных дождей, которые покроют города слоем липкой глины. В Москве и на территории Московской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за влияния мощного циклона. Причиной стало резкое поднятие уровня воды в реках. Паводок уже затронул несколько населенных пунктов Подмосковья. Река Донинка вышла из берегов в деревне Донино. В районе села Никитское под Домодедово подтопило мост. Село Слемские Борки под Луховицами вода полностью отрезала от транспортного сообщения. Кроме того, зафиксировали подтопление в Алферове и ряде садовых некоммерческих товариществ вблизи Чехова. Непогода затронула и другие регионы центральной части России. По данным синоптиков, атмосферный вихрь североатлантического происхождения принес с собой ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах отмечались грозы, а также формировалась гололедица на дорогах. Циклон смещается с северо-запада на восток, постепенно распространяя зону неблагоприятной погоды. В связи с этим спасательные службы обратились к жителям с рекомендациями избегать нахождения под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ненадежными конструкциями. На Стамбул обрушились интенсивные дожди, вызвавшие локальные наводнения и оползни в ряде районов города. Наиболее серьезный инцидент произошел в районе Бейкос, в квартале Токаткёй. Склон обрушился на одноэтажный жилой дом и припаркованный рядом автомобиль, причинив им повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Одновременно сильные ливни вызвали масштабные подтопления в других частях города. В районе Сарыер улицы оказались затоплены, движение транспорта было значительно затруднено. В Аязага и на Джендере-Джеддеси скопление воды привело к остановке движения. Автомобили застревали на дорогах, а водители были вынуждены ожидать помощи. В Усть-Кудар в квартале Аджибадем на улице Япрак-Сокак произошел провал дорожного полотна, вызванный размывом грунта. Сообщения о серьезных подтоплениях продолжают поступать из Чекмекёя и всегда оживленного Меджидиекёя, где муниципальные службы работают в экстренном режиме, пытаясь справиться с последствиями наводнения и восстановить ритм жизни одного из крупнейших городов мира. Италия оказалась в эпицентре разрушительного средиземноморского циклона, который нанес мощный удар по регионам Абруццо и Молизе, превратив живописные провинции в зону стихийного бедствия. В то время как прибрежные города уходили под воду, горные селения утопали в аномальных снегопадах. Эпицентром разгула стихии стала коммуна Казакаленда, где ярость водной стихии достигла таких масштабов, что местные жители с ужасом сравнивают происходящее с трагическим наводнением 2003 года. Реки, вышедшие из берегов, превратили улицы в стремительные потоки, несущие грязь и обломки, а участившиеся оползни заставили власти экстренно закрыть школы не только в Казакаленда, но и в соседних Ларино, Гульянезе и Термоле. В самом Термоле критическая ситуация сложилась на северной кольцевой дороге. Мощные потоки воды парализовали движение транспорта, а в районе Синарка размывы почвы привели к полной блокировке нескольких провинциальных трасс.
Соседняя Абруццо также борется с наступающей водой. В провинции Кьети реки Тресте и Синелла вышли из русел, затопив гектары сельскохозяйственных угодий в Купелло. В Васто и Торино-ди-Сангро были развернуты муниципальные оперативные центры для координации спасательных операций и помощи пострадавшим. Контраст стихии поражает. Пока низины тонут в дождях, высокогорную Капрокотту в провинции Изерния засыпало снегом, высота покрова которого за считанные часы превысила 30 сантиметров. Шквальный ветер и метель полностью заблокировали дорогу СП-87, превратив ее в ледяную ловушку, и заставили власти ввести строгие ограничения на передвижение, чтобы избежать жертв среди населения. Вечер 1 апреля стал роковым для жителей округа Мустика-Джая в индонезийском городе Бекаси. Тишину жилого сектора Чимунинг разорвала серия мощных взрывов, прогремевших на станции наполнения газовых баллонов. По словам очевидцев, земля содрогнулась от 3 последовательных детонаций, после чего над объектом поднялся гигантский столб огня, окрасивший ночное небо в ярко-оранжевый цвет. Пламя мгновенно перекинулось на соседние жилые постройки и магазины, вызвав массовую панику среди сотен людей, которые в спешке покидали свои дома. На место происшествия были стянуты более 15 пожарных расчетов из города и округа Бекаси. Пожарным пришлось использовать специальную пену и детергенты, чтобы подавить интенсивное горение газовых резервуаров, работая в условиях экстремально высоких температур и риска новых взрывов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 12 человек, большинство из которых местные жители и сотрудники станции, получившие сильные ожоги. Огонь удалось локализовать лишь к часу ночи 2 апреля, однако ликвидация последствий продолжалась до самого утра. Мощное наводнение и разрушительные оползни, спровоцированные аномальными ливнями, превратили жизнь в 13 провинциях Афганистана в борьбу за выживание. По состоянию на 2 апреля Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий подтвердило гибель 42 человек, еще 66 получили ранения различной степени тяжести. Проливные дожди, пришедшие на смену длительной засухи, за считанные часы превратили сухие русла рек в неуправляемые потоки. Основной удар пришелся на центральные и восточные регионы, включая провинции Парван, Майдан-Вардак, Дайкунди и Лагар. Вода полностью уничтожила около 480 жилых домов, оставив сотни семей без крова. Грязевые потоки смыли более 90 километров дорог, разрушили мосты и ирригационные каналы, отрезав отдаленные деревни от внешней помощи. Уничтожено около 600 гектаров пахотных земель, погибло более 240 голов скота, что ставит под угрозу продовольственную безопасность пострадавших районов. Ситуация осложняется тем, что большинство домов в сельской местности построены из глины, которая буквально растворяется под натиском воды. Поисково-спасательные отряды работают в режиме 24/7, однако доступ во многие районы затруднен из-за обвалов. Метеорологи предупреждают, что дожди и грозы продлятся еще как минимум 3 дня. Жителям рекомендовано держаться подальше от берегов рек и предгорий, где сохраняется высокий риск новых оползней. В последний день марта спокойная жизнь пригорода Сан-Мигель-Петапа превратилась в борьбу за выживание. На жилой сектор Вилья-Эрмоса обрушилась мощная стена воды и грязи. Проливные дожди, не прекращавшиеся в течение 12 часов, привели к критическому подъему уровня реки Платанитас, чье русло не выдержало аномального объема осадков. К вечеру 31 марта водные потоки прорвали импровизированные заграждения, превратив узкие улицы в бушующие каналы. Вода прибывала настолько стремительно, что у многих семей были считанные минуты, чтобы спастись на крышах своих домов. Мутные потоки, несущие обломки деревьев и бытовой мусор, с легкостью сносили припаркованные автомобили и разрушали хлипкие постройки на береговой линии. Местные экстренные службы в режиме предельной нагрузки вели эвакуацию жителей, среди которых оказалось много детей и пожилых людей. Основной удар пришелся на сектора, непосредственно прилегающие к речному каньону, где эрозия почвы создала угрозу обрушения целых жилых кварталов. К
к утру 1 апреля масштаб бедствия стал очевиден. Десятки домов полностью или частично разрушены, сотни людей остались без крова и имущества, а дорожное сообщение с основными магистралями города оказалось парализовано из-за оползней. Сейчас в Вилья-Эрмоса развернуты временные убежища. Власти Гватемалы призывают международное сообщество к помощи, подчеркивая, что подобные инциденты становятся все более частыми из-за климатических изменений и плотной застройки в зонах высокого риска. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.